Можно ли пройти Майнкрафт, если все, что у тебя есть, это ничего, а под тобой только пустота? Вы могли подумать, что я вас как-то обманываю или байчу, но нет. В этом ролике я реально докажу, что пройти Майнкрафт в полной пустоте возможно. И, пожалуй, я начну прямо сейчас, чтобы не терять ни свое время, ни ваше. Начнем давайте с того, что постоянное падение в бездну, конечно же, ни к чему не приведет, но на этот счет у нас есть хитрость. Запускаем два Майнкрафта, и в первом мире, который представляет собой Void, сохраняемся, а во втором создаем мир с таким же названием, но уже с режимом пустоты. Только не забудьте назвать его точно так же, как первый, а то баг может и не сработать. Теперь при входе в первый мир вы появитесь на сломанной каменной платформе. Это результат объединения двух наших миров. И вот теперь у нас из-за Chunk Corruption, это название глича, в мире осталось только 3 биома. Это тайга, равнина и Void. Но как нам тогда добраться до портала в ад, стержней Ифрита и попасть в Энд, если вокруг одна пустота? Давайте решать проблемы по порядку. И чтобы начать делать хоть что-то, нам нужны какие-то блоки. Обычно блоки можно получить, убивая мобов, но из-за нашего глича мобы спавнятся не везде. Правда, в некоторых чанках они все-таки появляются, и это кусочки нашего изначального мира. Например, в тайге на спавне мобы спавнятся, а на остальных чанках нет. Но также там идет снег, из которого можно сделать снежные блоки. А чтобы собрать его, нам нужна лопата, которую можно выбить в нашем случае только зомби. Тогда задача ясна, потому что нам нужно убить кучу зомби, выбить из них лопату, а когда она у нас будет, можно приступить к добыче снега. А если точнее, то фарму изумрудов для торговли со странствующими торговцами. Это следующий важный этап, так как изумруды нам позволят получать ключевые ресурсы в этом прохождении. И именно поэтому важно не потерять ни один блок из чанков прошлого мира, потому что если взорвется крипер, то будет все у вас очень плохо. Поэтому сначала идем на дальнюю часть острова, там мы ждем зомби с какой-нибудь лопатой и убиваем, пока нам не выпадет хоть какая-нибудь лопата. Если же зомби слишком много, то можно просто спрыгнуть в Void, чтобы они исчезли. Ну а теперь, когда у нас есть лопата, приступаем к следующему шагу, а именно добыче изумрудов. Прикол в том, что лисы иногда спавнятся с изумрудами в пасти, то есть нам нужно просто расширить область их спавна, используя, конечно же, снежные блоки. А когда мы получим изумруды, придется столкнуться с уже новой проблемой. Странствующие торговцы не спавнятся на нашем острове из-за сломанных чанков, которые мы сами и создали. Чтобы это исправить, нужно построить ферму пауков. Да, звучит не связано, но смотрите сами. Странствующие торговцы в нашем случае будут отлично спавниться в биоме равнин. А чтобы такой найти, нужна целая куча блоков. А как нам получить их? Правильно, фармить пауков для ниток и сделать из них шерсть. А уже с этой шерстью можно рандомно строиться в пустоту, пока мы через F3 не увидим биом Plains, что с английского и есть равнины. Тут мы построим большую платформу для спавна торговцев, а если у вас есть светокамень, собранный с ведьм, советую разместить его где-то в центре платформы, чтобы спавнилось поменьше мобов. Итак, после появления точно не первого торговца, покупаем у него мох, с помощью которого, кто не знал, можно вырастить азалию. Так мы и делаем, и просто тыкаем костяной мукой на азалию, и теперь у нас есть бесконечное дерево. А это именно то, чего мы и пытались только добиться. Только теперь нам нужно как-то получить жителей, так как у них можно купить топовую броню, а также инструменты, которые очень ускорят прохождение игры, а также дадут нам доступ к нужным для прохождения книгам. Так что чем быстрее вы их получите, тем лучше. Первый шаг для получения жителей — это добыча золота и яблока. Зачем? Узнаете чуть позже. Но сначала нужно построить ферму мобов, так как с нее мы можем получить зомби-жителей, а также золото, то есть то, что нам и нужно. Но очень важно, ни в коем случае не стройте ее в тайге, как на спавне. Лучше постройте там, где мы ожидали странствующего торговца, так как тогда спавн мобов будет хуже, а нам это не нужно. Теперь фармим на ней кучу золотых предметов, переплавляем их в самородки и создаем 8 золотых слитков, чтобы позже сделать золотое яблоко. Только если у вас возник вопрос, откуда печка, то хочу напомнить, что на спавне есть камень, а в качестве топлива можно использовать шерсть. Тем более вам придется сейчас переплавить пару железных слитков, так как они нам понадобятся для котлов, которые нам в свою очередь понадобятся для сбора воды, так как пока вы фармите мобов, они будут набираться, и из них можно просто под конец забрать ведрами воду, так что вообще не вижу причины это не делать. А когда вы уже наберете пару двойных сундуков золотых предметов, переходим к следующему этапу — получению обычного яблока. Чтобы его получить, нам нужен дуб. Его можно купить у торговца за 5 изумрудов, которых у нас пока нет. Зато пока вы его ждете, вы можете начать нормально есть. Для этого добываем немного булыги, крафтим из него печку и максимально фармим картошку при помощи костной муки. Потом жарим ее и готово. Теперь у вас есть нормальная еда. А пока вы ее фармили, вы уже наверняка встретили странствующего торговца с дубом. Поэтому покупаем и выбиваем из него яблоко, что позволяет нам вылечить зомби-жителей.
лавой. Для этого переплавляем всю золотую броню, превращаем самородки в слитки и делаем из них золотое яблоко, благодаря чему у нас есть первый житель. Правда, нужно получить еще и второго жителя, и да, таким же способом. После чего, торгуя с жителями, мы можем их расторговать, а также размножить, что позволит нам получить максимально крутое снаряжение. А когда вы его уже получили, Можно со спокойной душой покупать у торговца тростник. Он нам понадобится чуть позже, но пока о нем вы можете забыть. но про что надо помнить, так это про нашу цель номер один, а точнее лаву. Для ее получения нам потребуется целая куча рукописных книг, для которых в свою очередь потребуется целая куча перьев с кожей. Если с размножением куриц все понятно, то что делать с кожей? Вообще, до этого вы могли убивать ламу странствующих торговцев, из них как раз она и падает. Но есть вариант куда лучше, и это покупка у жителей книжных полок, после ломания которых выпадают книги. Если с книгами все окей, то как нам получить мешочки с чернилами в полностью пустом мире? Они нам очень нужны, но добыть их вообще никак нельзя, так как спруты спавнятся только в биомах, которых у нас нет. И как вы понимаете, единственный способ их добыть — это, угадайте что? Рыбалка. Советую построить авторыбалку и дело с концом. Тут все очень просто. А когда вы уже все нафармите, не советую сразу переделывать это все в рукописные книги. Делать мы это будем чуть позже на нужных нам местах. И теперь, когда мы полностью подготовились, можно перейти к предпоследнему этапу, а именно получению лавы для портала в ад. Чтобы получить лаву, нужно заставить игру заспавнить нам кузницу. Но так как наш мир немного сломан, структуры в мире уже присутствуют, просто нам их надо как-то вернуть. Для этого нам понадобится целая куча книг с очень сложными символами, чтобы позже нагрузить Майнкрафт до такой степени, что игра сломается и вернет нам недостающие чанки. Правда, сейчас нам нужно создать мир с тем же Сидом и там найти кузницу с лавой. Однако есть небольшой риск. Поскольку наш основной мир сломан, чанк с кузницей тоже может оказаться сломанным, или ее вообще не будет в нашем основном мире. Поэтому дело, как вы понимаете, непростое, но первым шагом мы должны найти деревню в другом мире, а в ней кузницу. Теперь записываем координаты чанка с кузницей и заходим уже в наш основной мир. Мы должны здесь найти ровно тот же чанк по координатам, который мы смотрели в прошлом. В этом чанке нам нужно поставить полный сундук с книгами, каждая из которых должна на 100 страниц состоять из тяжелых символов. Только вам стоит знать, что этот процесс можно ускорить, так как если закинуть в крафт обычную книгу и ту, которую мы заполнили символами, их можно копировать. Таким образом, заполняете сундук книгами и выходите из чанка, в котором у вас кузница, а также сундук. Теперь выходим из игры и запускаем ее заново, выделяя только 1000 МБ оперативной памяти. Если чанк после такого захода не восстановился, советую сделать то же самое, но поставить уже, к примеру, 800 МБ. И пробовать так раз за разом. Тут вам может повезти, и вы получите свою кузницу с лавой, а может и нет, так как о технике пока мало что известно. Если же вам повезло и вы получили кузницу с лавой, теперь благодаря котлам и капельникам вы сможете ее дублировать, а затем собирать ее ведрами. А это означает, что путь в ад для нас открыт. Теперь поджигаем портал любой древесиной, заходим и добываем все необходимое. Если точнее, то 12 жемчугов Эндера и около 20 стержней Ифрита. А как только мы вернемся в обычный мир, нужно найти портал в Энд. А сделаем мы это тем же самым способом, как и нашли кузницу. Если коротко, то при помощи седа вы его находите, записываете координаты чанка и теперь используете ту же технику с книгами, чтобы вернуть чанк, рядом с которым находился портал. И теперь, когда мы дошли до этого момента, убить Эндер Дракона вообще не составляет проблемы, поэтому на этом я хочу закончить. Я очень признателен вот этому английскому ютуберу, который все разобрал, и удачи!